הכניסיני תחת כנפך, וההי לי אם והחוץ, והיחקך מקלט ראשי, כאן תפילותיי הנידחות. Сын мой, каково твое ремесло? Я ответил ему: писец я. Он сказал мне: будь внимателен в ремесле своем, ибо ремесло твое божественное. Ведь если ты пропустишь одну букву или добавишь одну букву, то может оказаться, что этим ты разрушаешь все мироздание. Наверное, сложно найти более точное определение роли писца в сохранении культуры. И сегодня мы будем говорить о том языке, на котором писец разговаривал с нами, его читателями в 21 веке. О тех знаках, которые он посылал нам, чтобы мы правильно прочли скопированный им текст. Ну вот, мы остались с вами наедине со средневековой книгой. Сейчас начинается наш диалог с переписчиком. Начнем с того, как мастер работал с самим текстом. С точки зрения средневекового мастера, гармония достигалась исключительно полной симметрией. В любом раскрытом месте книга должна была быть геометрически выверена, чтобы поля были одинаковой длины или ширины, чтобы строчки были одинаковые, чтобы буквы никуда не вылезали. Но у евреев была проблема. В иврите, во всяком случае классическом иврите в средние века, слова не переносились. И поэтому еврейские переписчики выработали несколько способов, как избежать этой проблемы. Например, ближе к концу строки опытный мастер уже видел, остается ли у него пустое пространство. В зависимости от этого он начинал писать некоторые буквы шире обычного. На иврите они называются в современной палеографической терминологии отиот мурхавот. Например, букву ламет можно написать так, а можно написать с длинной шеей, как у жирафа. И тогда строчка выровняется. Также можно поступить с буквой рейш, с буквой далет, с буквой бейт, если постараться и с другими буквами тоже. Если он видит, что места оставалось мало, он мог сужать буквы, писать их немножко уже, чем хотелось бы. На иврите такие буквы называются мекуввацот. Второй прием был писать до конца строки, а дальше оставлять какую-то букву, если слово все не помещается, помечать ее каким-нибудь значком. Вот буква «шин» написана отдельно, не дописана. Переписчик намекает на то, что читать ее не следует, и с этой же буквы он начинает следующую строчку. Вот как закрыта здесь строка. Слово «Исраэль» не поместилось. Он написал первую букву «Ют», половину второй буквы «Шин», оставил это слово и с новой строки написал его полностью. Еще можно было заполнять строчки графически, то есть дописать строку до определенного места, остановиться и заполнить каким-нибудь незначащим знаком, галочкой, полуповернутой буквой, буквой, недописанной до конца и так далее. Но были и вещи более сложные. Писец мог дописать слово до конца, а какие-то буквы не помещались, и тогда он их выносил на поля. Это как в детской игре. Если на полях, то не считается. Вот тфилат. Тефи в строчке, лад отдельно.
И, в принципе, по этому приему можно вообще-то отличить конкретно этого писца от каких-либо других. Иногда последние слова писали немножко вбок. Вот здесь выписано слово перпендикулярно вверх. То есть всегда у профессионального писца это некая комбинация или сочетание разных приемов. Но все они должны привести к одной цели. Нам должно быть приятно смотреть на разворот рукописи. Ну, с гармонизацией текста наш писец справился. Но это не единственное, что должно было его волновать. В тексте появлялись всегда слова, которые не нужно читать буквально. В частности, даты. Даты очень часто обозначались числовым значением букв еврейского алфавита. И если это не знать и читать эти слова буквально, то получится совсем другой текст. Писцу нужно определенно обозначить, что это дата. И вот для этого над каждой буквой стоит точка. Не только даты, но и географические названия, особенно городов европейских, которые можно прочесть так или иначе, тоже маркировались. И вот посмотрите, в этой итальянской рукописи, там, где рассказ о землетрясении, прямо в первой строке, и год точками, и города чертой. Вот, например, да, это провинции, здесь всякие провинции перечисляются. Там есть и Рома, и провинция Марка. А что делать с ошибками? Переписывая текст, он мог пропустить одно или два слова. Или спутать буквы в слове. В Талмуде, вот правда сказано «Шабешта кейванде аль». Ошибка уж коль вошла, то укоренилась. Но нашего писца это не должно было устраивать. Существовало несколько систем, с помощью которых отменялись и исправлялись ошибки в тексте. Каким-либо образом замаркировать то место, которое ты хочешь исправить. Поставить там кружочек над этим словом, галочку, какую-нибудь линию. А на полях записать или пропущенный текст, или правильный текст. Но ничего не вымарывать в тексте в самом. Вот, например, текст пропущен. Он ставит два вот таких вот небольших, я даже не знаю, как их назвать, две маленькие птички стоят. И выносит этот текст на поля. А как же в средневековых рукописях маркировалось имя Бога? Настоящее имя Бога не только не произносят, но и не пишут. И вот замены имени Бога тоже существовало несколько приемов. Может быть, это было две буквы «йод». Это могло быть две буквы «йод» с какой-то башенкой. Вот две буквы «йод», сверху полукрыша, внизу подставочка. На следующей строке прямо два раза это появляется. Вот, а здесь две буквы «йод», над которыми полулуна какая-то. Поехали дальше. Как нам в средние века показать читателю, ладно читателю, показать переплетчику, чтобы он не перепутал ничего и переплел книгу и ее листы в правильном порядке? Одна система – это маркировать тетради из 4-5 сдвоенных листов буквами еврейского алфавита. А вторая система – это выписывать последнее слово листа и повторять это слово заново, как первое слово на следующем листе. Эта система называлась система Кустод. Посмотрите, какая красота. Нарисован замок. А над замком написано слово «Малькену», с которого начинается текст следующей страницы. Конечно, каким бы умелым каллиграфом не был наш писец, он все равно оставался средневековым человеком. Поэтому всегда были вещи, которых он пугался.
Например, если текст на странице заканчивался чем-то, что ему очень неприятно, словом «смерть» или словом «холера», он пытался откреститься от этого слова, дописывая что-то от себя на полях. Вот здесь библейская цитата «Ло эхпоц бемот хамет» – «Я не хочу смерти умирающего». На полях он сразу пишет «Ло амут» – «Я не умру». Поля, к сожалению, обрезаны, но мы можем догадаться, что там дальше написано «Ки эхье» – «Ва асапер маасе Адонай» – «А я буду жить и буду восхвалять Божьи деяния». Это просто пример того, что люди всегда остаются людьми. Сейчас у нас уже есть общее представление о том, как выглядел средневековый текст. А вот в следующей серии мы поговорим о еврейской каллиграфии, о традиции средневековых почерков. מראה הלב בלילות לא שנת, מה כבד האור, האשלח ידי לנתק החוט ולחדול